Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб, там намного больше информации и видео. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом, карта Промсвязьбанка и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Виктор, я являюсь владельцем автомобиля Infiniti FX35 V6, 3,5 литра объем двигателя, 2003 года выпуска. На момент покупки 286 тысяч пробега было. Покупал автомобиль я в ДНР, но автомобиль сюда был привезен в ДНР из Краснодара. Значит, автомобиль в Краснодаре был куплен у, скажем так, молодых людей кавказской внешности и привезен сюда. Значит, за автомобилем, ну изначально, как только я его купил, он был прям отлично, все вылизано, все красиво, все хорошо, как бы, ну, все нормально. Автомобиль на газу, на зарегистрированном, в принципе, меня это и подкупило, чтобы приобрести этот автомобиль. Значит, но потом со временем я начал замечать, что за автомобилем должным образом не ухаживали. Ну, как бы от слова совсем. Значит, радиатор был прикручен на каких-то там стяжках кабельных, то есть там все такое, ну, подшаманено было как-то так, по-колхозному вообще. То есть видно было, что автомобиль просто эксплуатировали и не хотели вкладывать в него, скажем так, средства для того, чтобы он нормально функционировал, ездил и радовал владельца. Значит, после 7 месяцев владения этим автомобилем у меня подтекал антифриз и, в общем, по косякам я так пройдусь, то есть подтекал антифриз, я после диагностики, ну, как бы на диагностику приехал, и мне сказали, что, скорее всего, пробита головка блока, ну, прокладка головки блока цилиндров. А в какой конкретно голове пробита прокладка, ну, как бы неизвестно. То есть вскрытие покажет, скажем так, как врачи говорят. Ну, как бы ездил, продолжал ездить еще, то есть доливал антифриз периодически, но проходит еще время, и в июле месяце, где-то в конце месяца, у меня началось откровенное прям вот брязканье в двигателе. Когда едешь на 1500 оборотах примерно, ну, как бы начинался такой легкий такой стук, превращается в лязганье, и когда плавно даешь газу, то лязганье это увеличивалось, звук такой прям увеличивался. И когда резко даешь газу, звук наоборот пропадал. Я приехал на диагностику, мне сказали, что это в 90% это растянутая цепь ГРМ. Значит, ну, записаться на ремонт не так просто было мне, потому что здесь, ну, как бы мастеров очень мало по моторам. И, ну, люди неохотно, мастера неохотно брались вообще ремонтировать, хотели, то есть, ну, как бы начали там придумывать там разные отговорки. Там, приезжайте через месяц, приезжайте через 2 месяца, сейчас времени нет, сейчас мы все заняты, ну, короче, все никак, не это, ну, ладно, в общем, я решил, что, ну, как бы ездить дальше потихонечку, то есть, ну, как бы ездил. И в один злосчастный день получилось так, что автомобиль просто не завелся. Как это получилось? Значит, завел автомобиль в гараж, и на утро, уже когда ехал на работу, двигатель холодный, начал заводить его, крутить
мотор, и первые секунды, значит, услышал, первые секунды вот буквально только начало вот оно крутить, и сразу же я услышал щелчок. Прям перескок цепи, его было прям вот ощутимо слышно. И после того, как произошел этот щелчок, двигатель начал очень-очень легко крутиться. Прямо вот как будто там, знаете, вот свечи выкручиваешь, когда, вот как будто на нем вообще свечей не было. То есть очень легко, компрессии как будто вот нету вообще, знаете. И, соответственно, что было принято решение ремонтировать, как-то разбирать или что-то, диагноста приглашать. Пригласил диагноста, он ничего мне толком не сказал по машине. Значит, померили мы компрессию в левой голове, которая со стороны водителя. Компрессия была 11,8-12. С правой стороны компрессии не было от слова совсем. Значит, один примерно где-то около 2 очков. Значит, мы разбираем, значит, здесь лобовую крышку снимаем и обнаружили, что натяжитель малой цепи правой головы вышел из строя. То есть цепь малая была, откровенно говоря, просто болталась. Все обратно выставили, все по меткам, все поставили, натянули эту цепь родную, которая здесь стояла. То есть все обратно поставили, закрутили и решили проверить еще раз компрессию. Значит, в левой голове как было 11,8-12, так и осталось, ничего не изменилось. В правой голове, значит, в первом цилиндре, который возле лобового стекла сразу, значит, была компрессия 11, а в 2 остальных цилиндрах компрессия 6 или около 7, что-то того было. Значит, было принято решение снимать головы и отдавать их на ремонт. Что, собственно, я и сделал. Когда сняли головы, я увидел, что в правой голове была пробита прокладка ГБЦ. Были откровенные потеки антифриза через прокладку. Доброго всем! Виктор, хозяин авто, свое слово сказал, теперь дело за мной. И в конце ролика будет видео, которое прислал Виктор с первым запуском своего авто. В цех ремонт головки клиент передал через перевозчика, и вот они уже у меня на верстаке. Головки моторист подписал правая и левая, но в этом нет никакого смысла, их и так можно отличить. На правой головке крестами помечены клапаны, как вы поняли, это те цилиндры, где не было компрессии. Как считает моторист, эти клапаны подогнуты, однако зачастую это утверждение неверно, и клапаны вполне могут быть целы. Здесь, кстати говоря, именно такой случай, но это я забегаю немного вперед. Головки находятся в общем плачевном состоянии, и вообще знал бы я тогда, что меня ожидает впереди. Как оказалось впоследствии, куда бы я ни полез, всюду меня ожидали сюрпризы. Во всех местах видны крупные отложения масла и в цилиндрах нога. В окнах рубашки охлаждения и в плоскостях самой рубашки мармелад из антифриза. Создается такое впечатление, что в этом моторе никогда не менялось ни масло, ни антифриз. Слегка обмыл головки, и теперь я посмотрю на распредвалы и их постели. Ничего удивительного не вижу, вследствие такого отношения следовало предположить, что и постелям, и самим валам будет хана. Пусть и не все шейки, но несколько на каждом валу накатаны и в критичном состоянии. Такая здесь накатана гребенка, что можно ногти подтачивать. Валы однозначно под замену все 4. И также будем восстанавливать постель под эти валы. Двигаюсь дальше, пытаюсь извлечь толкатель. Они по понятным причинам выросли в посадочные места. Магнит не помогает. Брал их даже 2 магнита. Ну что же, в бой идут специальные щипцы с острыми зубцами. Но с их помощью это дело оказалось также архисложным. Наконец-то я одолеваю, вытягиваю толкатель, ну и посмотрю, конечно же, на него. Вновь сюрприз, и я не удивлен. Регулировка зазоров здесь была выполнена грубой подточкой пятака толкателя. Не понимаю, когда это делают так, но отвезите вы на станок. Можно ведь сделать и элементарное приспособление для подточки. Хотя в данном случае авто шло на продажу, и кому какое было дело до нового владельца и его последующих проблем.
Часть толкателей уже стоят здесь не родные. Вот этот родной толкатель с маркировкой, это оригинал. А вот этот толкатель уже вообще без каких-либо опознавательных знаков. Это уже аналог. Какого качества этот аналог, я даже не ведаю и проверять не хочу, честно говоря, нет никакого желания. Здесь также наблюдается существенный слой отложений. Стандартно рассухариваю клапанный механизм. Ну и вот смотрю в посадочное место толкателя и понимаю, что еще будут сложности по извлечению подпружинных шайб. Они заросли осадком, будь здоров. Пружины и на впуске, и на выпуске стоят одинаково. Стандартно отмечаю клапаны и извлекаю их из головки. С этого клапана в ГБЦ на выпуске расползлись более существенно, чем на впуске. Ну, расползлись они адекватно, и подправить их, порезать без особых последствий, конечно же, можно. Выдерну сальник клапана. Он просто уже пластик. А вновь таки этого и следовало ожидать. Снимаю подпружинные тарелки, где-то они извлекаются без проблем, ну а где-то приходится как-то извращаться. Или двумя магнитами, или, как в данном случае, дунуть воздухом. Смотрю на фрезеровку по головке. Судя по всему, головки ни разу не снимались. Хотя, может быть, конечно же, их снимали, но поверхность не фрезеровали. Однако в этом я очень сильно сомневаюсь. Единственное, что доставило радость, так это то, что направляющие втулки клапанов не разбиты. И их стержни, скорее всего, без критичного износа. Проверю сей факт, конечно же, позднее. Теперь крутану клапаны на наличие погнутости. Вот эти клапаны, которые были помечены белыми крестами, как считал клиент, типа гнуты. На самом деле они целы. А вот другие клапаны, как этот, к примеру, имеют кривизну. И этот клапан оказался из другой левой головки. Не той, где не было компрессии. Сейчас для наглядности покажу вам измерение на биение выпускных клапанов, которые считаются, что они гнутые. Заряжаю первый клапан, как видите, идеально. Биение всего пару соток. Также и все остальные клапаны. Меряю износ по стеблю клапанов. Износ по впуску составил полсотки сотка. Ножка выпускного клапана 5,96. У выпуска ножка 5,95 и износ также не более сотки. Направляющие, слава богу, в идеале. Что же был вынесен приговор по ремонту? Сумма внушительная, и на каналах в Дзене и Рутуб я ее озвучу. Также озвучу ее сумму, во сколько вылился ремонт нашему клиенту вообще всего автомобиля. Что нужно по запчастям? Распредвалы все 4. Новые толкатели, которые изуродовали по выпуску. Ну, их подрезать нельзя. Нужно будет снимать порядка 5 десяток и даже где-то более. А это, как вы понимаете, много. Измеряю толкатели, которые пойдут под замену, чтобы с учетом подрезки сёдел и восстановления фасок дать требуемый близкий размер нового толкателя. Выходит, что нужны толкатели где-то 7,60. Далее нужны будут сальники клапанов. Сальники на распредвалы клиент будет ставить самостоятельно. Через какое-то время приехали БУ, но в достойном таки состоянии распредвалы и новые толкатели. Сальники клапанов мы будем ставить свои.
А я приступаю к ремонту, и традиционно он начинается с очистки головок. Здесь она будет достаточно глобальной. Во время очистки вновь выскакивает очередной сюрприз. Сломаны два наплыва с противоположных сторон под крепежную резьбу. Внутри резьбы мы наблюдаем море герметика. Это и есть причина поломки. Когда болты пытались обтянуть, герметик и выдавил наружу алюминий. Согласовал я с клиентом очередной плюс по восстановлению крепежа, а восстанавливать будем по уму, заваривая эти места. Отправляю головки в мойку, я почистил их там щетками с химией и оставил мыться. После мойки головки были опрессованы, опрессовка нарушений никаких не выявила, и снимать процесс опрессовки я не стал. Сам же приступил к обработке клапанов. Сперва механически очищаю клапаны от нагара, традиционно большие отложения снимаю токарным резцом, а далее использую наждачную бумагу. В конце полирую нулевкой. Естественно, что финальная работа с клапаном у меня идет восстановление рабочей фаски. Восстанавливаю ее на специализированном станке. Я как-то делал полный обзор этого станка. Далее станочным профильным резцом нарезаю, точнее восстанавливаю фаски на седлах клапанов. Такая вот красота выходит. Посмотрю на валы, что с ними нужно сделать. На них прикреплены бирки с указанием, где какой вал. Да еще и краской было нанесено. Зачем, также неведомо. Перепутать их невозможно. Два коротких вала в одну головку, два более длинных в другую. Перепутать нереально. Впуск и выпуск также не перепутаешь. На впуске стоит диск с прорезями для считывания положения распредвала датчиком положения. Эти валы не мешают почистить, что я собственно делаю. Я обязательно токарь отполирует шейки этих валов. Пружины, тарелочки, нижние и верхние, сухари, болты, в общем все, что находится в головке, также отправляется в корзину и в мойку. А пока запчасти моются, я притру клапаны по своим местам. Удостоверюсь, что с нарезкой фасок все в порядке. Пока я этим занимался, приехала мойка. Вот теперь любо на эти детальки смотреть и брать в руки. Собираю комплекты запчастей под восстановление постели. Здесь выстрелил еще один нюанс. При восстановлении постели подрезаются по высоте бугели. И вот в этом основном бугеле, в этом моторе, между головкой и бугелем становится некая запчасть, даже не знаю, как она обзывается, некая бабышка, судя по отпечатку, круглая, как я понимаю, это для подачи масла. И теперь заниженный бугель не даст этой бабушке стать на место, ведь занижали там около порядка 50. Поэтому нам нужен размер этой детали, фото, видео, чтобы принять решение, как обойти эту проблему. Чтобы клиент либо же передал нам эту бабушку, либо же измерил размер этой бабушки сам. Постели под распредвалы готовы. Как видите, это уже совсем другое дело, шейки просто идеальны. Следом заварили проблемные резьбы, точнее бабышки под них.
Пошли путем с наименьшими затратами. А смысл таков: если восстанавливать полностью резьбу, то нужно вырезать эту бабышку полностью, заново наваривать, восстанавливать резьбу. Но здесь есть нюанс. При таком восстановлении обязательно поведет поверхность прилегания, и ее придется также восстанавливать. А это целый никому не нужный геморрой, да и по деньгам потянет конкретно. Словом говоря, заглядывая в соседние резьбовые отверстия, я вижу там ту же проблему. Все эти резьбовые отверстия были забиты герметиком. Вот зачем это так сделано? Беру сверло и прохожу этим сверлом все крепления, выковыриваю тот самый герметик. Так и хочется сказать очень неприличное слово тем, кто такое натворил. Вот теперь порядок. Продолжу, буду делать проще. Мы заварили только сломанные части этих наплывов. И теперь туда я поставлю резьбовые вставки. Только и всего. Как говорится, дешево и сердито, ну и конечно же надежно. Измеряю по соседней резьбе, какая здесь глубина. Беру набор для монтажа резьбовых вставок, заряжаю в дрель сверло и сверлю на требуемую глубину. Контролирую размер. Мечиком из набора нарезаю резьбу под вставку. Далее завинчиваю в это место резьбовую вставку. Обязательно удалю хвостик, за который завинчивалась вставка. Ну и конечно же проверка результата. Остается ни много ни мало, это регулировка зазоров в головках. Для этого на втулке ставлю старые отмытые сальники клапанов, чтобы во время работы клапаны не выпадали из гнезда. Скидываю по своим местам клапаны. Следом отправляю толкатели, и новые, и старые. И здесь вновь засада, как оказалось, поставить их очень и очень сложно, а порой невозможно. Вновь очередной нюанс. Смотрю на посадочное место, и что я вижу? Грязь на посадочном месте, такая словно это смола. Беру растворитель, тряпку и начинаю очищать. Теперь, конечно же, толкатель сел на свое место без проблем. Решаю все толкатели выдернуть, протереть все посадочные места. Теперь можно смазывать опоры маслом, ставить по своим местам валы, но сперва я протру шейки этих самых валов перед установкой. Дальше следуют уже бугели, болты и несильный обжим. Усилия здесь никакого в данный момент не будет, поэтому обтягивать по мануалу нет смысла. И дальше уже, как я не раз показывал, вывожу размер с учетом нагрузки на вал. Поджимаю снизу клапан, измеряю существующий размер.
Сравниваю его с требуемым размером и на эту разницу подторцовываю клапан. Контролирую полученный результат. Если требуется, конечно же, корректирую его, подторцовываю еще клапан. Теперь мне нужно перед окончательной сборкой скорректировать тот зазор в бугеле, о котором я говорил ранее. Я связался с Виктором, хозяином авто, он взял в свои руки те бабушки, о которых шла речь, и измерил их размер. Слава богу, Виктор оказался человеком, сведущим в технике и на «ты» с инструментом. Он самостоятельно смог промерить эти бабушки и выдать нам размер. Ну, здесь, наверное, нужно что-то помазать или что, я не знаю. Короче. За дело взялся расточник координатно-расточного станка Виталий. Он выставил каждый бугель по уровню, и решено было срезать выступающий пятачок на самом бугеле. Бугель при восстановлении постели подрезался на 5 десяток, и по замеру бабушки с учетом резинового кольца также выходит 5 десяток. Виталий за несколько проходов достигает требуемого результата. А тем временем параллельно фрезеруется поверхность головок. Снять пришлось около 1,5 десяток на каждой головке. Это нормально. Далее все традиционно. Мою головку, надеваю сальники, смазываю фаску тарелки клапана и стебель маслом, расставляю их по своим местам. Не забываю о подпружинных шайбах. Следом отправляются пружины с тарелочками. В тарелочки я вкладываю сухарики, засухариваю клапанный механизм. Не забывая встучать торцы ножек, здесь я не снял этот момент, упустил. Ставлю по своим местам толкатели, которые после регулировки пометил, чтобы не перепутать. Стандартно идет масло, затем валы, вновь масло. Теперь в ход идут бугели. А теперь я не просто поджимаю бугели, но и обтягиваю их с требуемым усилием. Беру в руки ключ и за специально сделанное для этого место на распредвалу проворачиваю вал. Делаю несколько кругов там 5-6, чтобы все стало по своим местам. Ну и теперь я могу проконтролировать зазор. Зазор всегда выполняю по верхней границе. А если авто ездит на газу, то добавляю еще и 5 соток сверху. Теперь ставлю основной двойной передний бугель. Обтягиваю и его. Еще раз проверну валы. Все в порядке. То же самое я делаю и со второй головкой, собираю ее и проверяю. Теперь можно выдавать законченную работу клиента. А уже через месяц владелец авто прислал видео первого запуска своего стального коня. Так, все подсоединили, залили антифриз. Короче, сейчас ответственный момент. Будет первый запуск автомобиля.
А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу. Ссылки на оказание помощи в описании под видео и безаварийных вам поездок. Сейчас скидываются ошибки все. Запускаем мотор. Первый запуск, ребята. Автомобиль стоит уже с августа 2023 года, с 11 августа. Да ты мой хороший. Да ты мой родненький. Вот он. Он ожил. Ай-яй-яй. А ну, дай чуть. Нормально. А ну дай чуть, дай. Оп, хорош. Чуть подтраивает, но это все, это нормально. Посмотрим. Посмотрим, что там, может, свечи или что. Вот оно. Шуршит. Шуршит. Ты же, может, сильно не газовать, нельзя так, да? Машина теплая. Угу.